Здрасте. Так, я не понял, что в чате происходит? Это что такое? Я же вижу весь чат. Даже когда вы пишете, пока я в офлайне, мне чат приходит. Оло, вы что? Вы как себя ведете? Вы что, все засранцы и засранки там? Все с вами понятно. Так, давайте вот чуть-чуть вот так сделаем. Так, ну что, как я обещал. Ой, прикольно. Так неловко так это делает, прикольно. Так вот, здрасте. Всем привет снова, здрасте. Так вот, мы сегодня проходим сюжет Лиюэ, а потом идем по побочкам. С Манштата начинаем и по дороге опять же в Лиюэ. Когда мы все это завершим, мы пойдем в Инадзуму, как я понимаю. Да, мы самые хорошие. Давай, рассказывай. Так, мы идем в Лиюэ. Вот наш основной квест. Мы его нажмем отслеживать, и мы пойдем к нему. Здрасте. Сахар, шалфей, розмарин и петрушка. Ой, слышишь, а шалфей не твой брат? Младший братик. Потому что звучит как будто так. Мы ничего не делали. Да, я все знаю. Ты что, следила? Я говорила, что... Что? Нет, я же это... Я контролировал. Так, куда нам? Си? Ой, да. Ви? Ви? Сюда. Нет? Нам наверх. Понял. Ладно. Так, во-первых, ты. Сейчас все будет. Мне эти ваши дороги нафиг не нужны. Не нужен нам этот ваш пешеходный переход. Все. Я напомню, в прошлой серии мы узнали, что Георхонт не умер, что это этот Джун Ли? Ну, в общем, чувак, вот этот, которого все дедом называют, что он архонт и что он жив. Он проверял свой город. И сейчас это церемония Вознесения. Они его типа возносят, но на самом деле он жив. Все вот такое. Привлечь тебя на нашу сторону было гениальным решением. Полагаю, что будущее поколение решат так же, когда будет оценивать нашу деятельность. Ты такая яркая. Не Гуанюй, а... Гуанюй. Убрать место проведения. Организовать вход публики. Составить отчет церемонии. Нужно столько всего сделать. Я ничего не пропустила? Не знаю. Ты просто стараешься выглядеть хорошим человеком. Или тебя действительно не интересует награда. Если вам нужно найти кого-то, то вы могли бы обратиться ко мне наедине. Окей, понял. Нам нужна катсцена. Окей. Вот, Джун Ли, да, я был прав. Эй, Джун Ли! Посмотри вокруг, жители Лиюэ скорбят и думают, что больше никогда не увидят властелина камня. Как ты можешь быть таким расслабленным? Я наконец-то избавился от груза, который носил 3700 лет. Думаю, теперь я могу немного расслабиться. Если у вас есть немного свободного времени, я бы хотел пригласить вас на обед в шатер Синьюэ. Не заговаривайся, Джун Ли. Паймэн поверила бы, если бы ты пригласил нас в 3 чашки в порту. Сможешь ли ты позволить себе банкет в шатре Синьюэ? Этот нищеброд. Вы правы. Мне действительно не хватает моры. Тогда зачем предлагаешь, алло? Джун Ли всегда не хватает моры, но почему у Моркса нет моры? Вот это да. Властелин камня Маракс может создать только сколько угодно моры, но я выбрал путь простого смертного Джун Ли.
И поэтому я должен соблюдать правила этого мира. Когда я путешествовал вместе с вами, я все еще обладал сердцем Бога, однако я уже принял решение оставить роль Архонта. Поэтому я решил подготовиться к новой жизни. Собака, деньги давай. Неудивительно. Пайман теперь поняла, Джун Ли никогда раньше не думал о ценах, потому что ему не нужно было этого делать. Однако он не привык жить без возможности сотворить сколько угодно мора в любой момент. Поэтому он стал паразитом, живущим за чужой счет. На самом деле, Пайман прям в точку говорит. Не называйте меня так. Мы просто тратили деньги Фатуи. С этой стороны, да, это действительно правильно, потому что... Ибо нефиг эти ваши Фатуи. Так, секунду, можно я кое-что проверю? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Секундочку. Секундомерчик. Я не могу, серьезно. Понял. Ладно. В городе торговли мы не просто меняем деньги на товары. Мы также обмениваемся знаниями, воспоминаниями и ожиданиями, а также должностями, ролями и жизнями. Архонт Моракс никогда не мог бы прожить жизнь простого смертного, как бы много раз не спускался к своему народу. Я должен поблагодарить тебя за это, Тенре. Я с удовольствием буду вспоминать время, проведенное с вами в форме Джун Ли. Действительно, но любое путешествие подходит к концу. Всякая встреча заканчивается. Расставание. Пайман считает, что нам пора отправляться на поиски остальных архонтов. Боюсь, что вас ждут серьезные трудности. Наши соседи по морю и Нодзума сейчас закрыты. Закрыты? Да. Королевство закрыто по приказу божества, его божества. Баал, электроархонт. Народ Лиюэ предпочитают называть меня властелином камня. Жители Нодзумы тоже используют специальное имя обращения к своему архонту. Кажется, Пайман слышала. Это имя Райден. Верно. Райден все же Сёгун и Нодзумы. Люди зовут его Сёгун Райден. Сёгун — это типа император. Так, Сёгунат Инудзумы. Кстати, Пайман помнит, как в порту обсуждали тяжелую ситуацию в Инудзуме. Но в прошлом году все было не так плохо, если я правильно помню. Джун Ли, раз ты властелин камня, то должен знать о том, что происходит в Инудзуме. Расскажи, почему Инудзума закрылась? Дело в глазах Бога. Так, а почему чат шалит опять, я не понимаю? Чат, ведите себя прилично, алло. В глазах Бога? Когда обстоятельства выходят из-под контроля, люди часто жалуются на бессилие. Но иногда человек проявляет невероятную силу воли. При таких событиях бывает что боги ему улыбаются. Так, секунду. Вот так. Глаз Бога — это знак внимания Архонта. Божества демонстрируют самым достойным возможность контролировать элементы. Ага. Так это объясняют жители Тайвата. Но в прошлом году Сёгун Райден издала указ об охоте на глаза Бога. Серьезно? А охота на глаза Бога? Да, приказано собрать все глаза боги и вставить в статую всевидящего божества. Собрать все глаза Бога? Но зачем? Разве глаза Бога не даруют не сами архонты? Могу предположить, что мнение Сёгуна Райден все дары божеств должны принадлежать лишь божествам. О, суровая точка зрения. Тенра, привет! Привет! Тенра, скажите... окей. Поэтому качай персов, хорошо. Анем Архонт известен как бог свободы, Гео Архонт как бог контрактов. В свою очередь Сёгун Райден — бог вечности. Похоже, что она наконец решила избавиться от всех неустойчивых элементов, угрожающих ее вечному царству. Новость о кончании действительно древнейшего из семи архонтов только укрепит ее желание преследовать вечность. Так, тихо, не дури.
Вероятно, когда она объявила охоту на глаза Бога, она сказала: «Семь идеалов для 7 архонтов. Из них вечность ближе всех к небесному порядку». Небесный порядок. Ладно, у вас еще остались вопросы? Есть, Фокс! Не нужен мне стримчик по этим репликам, потому что с ним можно поговорить здесь. Фокс все напутал, меня напугал. Так, расскажи о суде. Неплохо придумано, да? Приговор божественного суда. Как им вообще такое в голову пришло? Однако Цесин действительно прекратили поиски преступника сразу после получения секретного сообщения о том, что Властелин Камня жив. Адепты тоже были осведомлены. Как же я это сделал? Ты знала, что адепты умеют являться во снах и пользоваться этой способностью? Касычуди, пожалуйста. Ладно, у вас еще остались вопросы? Что насчет Чайльда? Касыч, пожалуйста. Перед тем, как Цесин сделали официальное объявление, мы выслушали множество мнений. Большинство винят в случившемся Чайльда. Это ложное объявление, обвинение. Но, вне всякого сомнения, Чайльд действительно спас много людей. Что? Действительно послал людей в Нефритовый дворец, чтобы помешать Цесин и адептам победить древнего бога. Похоже, что Нингуан будет использовать этот факт против Фатуи во время международных переговоров. Фатуи представили себя в весьма затруднительное положение. Бедные дипломаты Снежные. Если бы Чайлд не был одним из предвестников, я уверен, они бы не переложили свою вину на него и потребовали его отставки. Ладно, у вас еще остались вопросы? Насчет Цесин. Времена адептов давно прошли, и если даже Цесин не готовы это признать, то какое же тогда будущее ждет Ли Юэ? Кэцин была права, когда произнесла эти слова. Я похвалил амбиции Нингуан и ее решительность. Я считаю, что это хорошо. Хотя именно во главе Цесин забрала власть из ее рук божеств и адептов. Так, почему японская озвучка? Да. Стрим идет 13 минут. Каких персов использовал при бое с Чайльдом? Господи, забыл, прикиньте. Чиори, Дейхя, Фишель и еще кто-то. Не помню. Так вот. Возможно, изначально мысль о захвате Властелина принадлежала... Ладно. Понял. Насчет Моры. Да, Джун Ли, что произойдет со всей Морой в Тайвате? У тебя же больше всего... Нет сердца в Бога. После смерти Муракса вся Мора исчезнет? Разве Золотая Палата не единственное место на континенте, где чеканят монеты? Что с ней будет дальше? Мора никуда не денется, но Золотой Палате действительно придется приостановить чеканку монет. Потому что для этого нужна сила Геоархонта. Какой ужас! У нас всех закончатся деньги! Этому миру пришел конец! С финансовой точки зрения, это действительно большая проблема. Я думаю, что теперь эту проблему предстоит решать Цесин. А у тебя хотя бы остались личные сбережения? Личные сбережения? Это было бы весьма логично и благоразумно. Но, к сожалению, я забыл сделать личные сбережения. Ладно. Так, мы все, получается, спросили. Нам пора идти. Ладно, вам придется найти способ попасть в закрытую страну. Не торопитесь, вам придется положиться на счастливый случай. Окей. Сюда. Приближение новой звезды. Кстати, чатик мы сегодня покрутим. Внезапно. Так, и чё, куда нас хотят отправить? А куда идти? Вон вижу.
Точки на карте не было. На радаре. Крутить в конце. Я собрался сегодня здесь, чтобы сделать важное объявление. Некоторые из вас наверняка слышали, что я намереваюсь восстановить Нефритовый дворец. Восстановить Нефритовый дворец — это непростая задача. Звучит, значит, слухи были правдивы. Вот почему цены на строительный материал так сильно выросли. Нефритовый дворец имеет особое значение для Нингуан, если бы я мог воспользоваться этой возможностью. Госпожа Нингуан, чем мы можем быть полезны? С тех пор, как эта новость начала распространяться, всего за несколько дней многие высказали желание присоединиться к проекту. В настоящее время у меня для вас есть несколько поручений. Мы выбрали место для строительства и подготовили необходимые материалы. Осталось найти 3 ключевых компонента. Пласт зари, ядро чудес и талисман адептов. Прошу прощения, госпожа Нингуан, но 2 других компонента, помимо плаустрита, мне неизвестны. Лишь достаточно крупные куски плаустрита могут называться плаустритом зари. Именно этот камень и позволит Нефритовому дворцу подняться в небо. Ядро чудес — основной компонент механизма дворца. Талисман адептов же служит для объединения механизмом с искусствами адептов и в равной степени незаменимы. Хотя все 3 компонента весьма редки, я убеждена, что с вашими связями и возможностями их обнаружение — это всего лишь вопрос времени. Я отношусь к подготовке... Что? Я отношусь к поговорке «время – деньги». Серьезнее, чем кто бы то ни было. Эффективность решает все, я дам вам хорошую цену за эти материалы. Кроме того, первые 3 человека, которые их соберут, получат возможность задавать мне вопрос. Я отвечу на любой вопрос и уверена, что подобное вознаграждение всем придется по душе. Эти компоненты трудно найти, но было бы неплохо узнать планы Лиюэ на следующий год. Это выгодная сделка. Тот, кто сумеет получить информацию с первых рук от госпожи Нингуан, будет иметь неоспоримое преимущество на рынке. Какое совпадение! Не так давно до меня дошли слухи о плаустите. Прошу прощения, мне нужно идти. Такие вещи вслух не надо говорить, дурачок. Ты сколько еще стрим будет идти? 1:40. Проклятие! Нам тоже следует поторопиться. Нельзя позволить никому опередить нас. Восстановление Нефритового дворца — очень важное дело. Давай поучаствуем. Серьезно? Итак, вы слышали мое объявление, что скажете? Оно вас заинтересовало? Правда, можно будет задавать любой вопрос? Я отвечу на любой вопрос, если знаю ответ. Может быть, я могу спросить о брате? Правда? Ох, тогда Пайман спросит, как госпожа Нингуан разбогатела. И у нас всегда будет достаточно моры. Разумеется. Однако объем представленной информации будет напрямую зависеть от ваших успехов. Для восстановления Нефритового дворца требуется много места, поэтому работы будут проходить в заброшенной шахте за пределами Золотой Палаты. Все материалы должны быть доставлены туда. У меня есть другие обязательства, и я не могу сопроводить вас на объект. Свяжитесь с моим секретарем, когда прибудете на место. Поторопитесь, не позвольте другим опередить вас и воспользоваться этой уникальной возможностью. Но она знает себе цену. Знает. Госпожа Нингуан очень занятой человек. Пойдем скорее. Не будем ей мешать. Нам больше нечего делать на террасе Юйцзин. Пойдем отсюда, Тенра. Смотри, а что там происходит подозрительное? Госпожа, вас отличает элегантный стиль и глубина личности. У вас есть все необходимое, чтобы возглавить восстановление Нефритового дворца. Спасибо за подарочки. У нас есть информация о материалах. Давайте найдем более тихое место, чтобы поговорить. Мне не нужна ваша информация. Постойте, куда же вы? Не уходите. Ты что стоишь? Давай быстрее. Да. И чё?
Спасибо. Спасибо за подарочек. Я настоящая Миюки, держи тортик. Спасибо, Миюки. Так. Тенра, ты слышал? Похоже, они что-то знают. Ну, пойдем. Нам во что бы то ни стало, надо добыть информацию. Пойдем за ними. Пойдем. Сейчас. Мне цветы нужны. Импичка, спасибо, Ти, спасибо. Так. А куда они пошли? А вот сюда они пошли отслеживать. Дворец небожителей. Так, Импичка, у меня вопрос. Или Фокс, если он здесь. Скажите, пожалуйста, мне идти по этому квесту, или это будет квест, который приведет меня не туда? Расскажите мне. Расскажите всю правду. Все, я обиделась. Зачем? Идти, конечно, все окей. Их здесь нет. Давай поищем внизу. Давай. А вон они. Бум! На этот раз вам некуда бежать, госпожа. Не волнуйся, мы все вовсе неплохие люди. Мы просто желаем обменять ценную информацию на немного моры. Никто не останется в накладе. Босс, у меня плохое предчувствие. От нее исходит такая странная аура. А эти белые волосы... С ней явно что-то не так. Что? У нее точно водятся деньжата. Если мы ее упустим, то как мы оплатим свои игровые долги игорные? Повторяю, мне не нужна ваша информация. Говорю это в последний раз. Госпожа, вы же не маленькая. Мне же не нужно вам все объяснять. Вопрос не в том, нужна ли вам информация или нет. Вопрос в том, чтобы быть хорошей девочкой и отдать нам Мору. Тогда никто не пострадает. Я... Молчать! Я знаю, что у вас есть море. Вы заказывали целый стол блюд в лазурном павильоне, но пробовали лишь некоторые из них. Дальше вы посетили шатер Синьюэ, ресторан «Народный выбор», и снова едва притронулись к еде. У бедных девушек не бывает таких экстравагантных привычек, а если вы богаты, то что плохого в том, чтобы поделиться морой с нами? Хоть наставница и приказала мне не делать этого в Лиюэ, это не имеет значения. Может быть, это судьба. Босс, что-то тут не так. Чё я испугался? Мы не нарушаем закон, предоставляем информацию. Если она посмеет нам что-то сделать, мы отсудим у нее целое состояние. Они ведут дела при помощи грубой силы. Опять вы? Милилиты, откуда вы тут взялись? Это твоих рук дело, я тебе покажу. Молчать! Как ты смеешь угрожать людям? Ты пойдешь с нами. Господин, не гневайтесь. Позвольте нам все объяснить. Беда. Ой, или присмыкаются. Окей. Спасибо за подарок. Так, чё в чате происходит? Отвечать надо, а не игнорить. Я же читал, я не мог. У меня квест. С такими же словами ко мне Тенра подошел. Какими? Осуждаем за это, хоть фу. Осуждаем за такое. Па-па-па, все понятно, ничего не это. Ты в порядке? Шэньхэ. Шэньхэ? Меня зовут Шэньхэ. О, Викин, спасибо за подарочек, привет. Тебя, значит, зовут Шэньхэ. Пайман зовут Пайман, а это Тенра. Я слышала о вас. Спасибо, что помогли избавиться от этих бандитов. Однако я могла обойтись без вашей помощи. По моим расчетам, достаточно было трижды ударить их головой о землю, чтобы они сдались. Так нельзя! Это слишком жестоко! Это же гавань Лиюэ. Тут есть законы против такого. Законы? Ты такого никогда не слышала о законах? Никогда. Серьезно? А как же ты...
Жрать хочет. Ты же ходила по ресторанам, ты что не поела, мать? Что за звук? Это мой живот урчит от голода. Даже не верится, что ты так спокойно об этом сказала. Пайман только что о них услышала, что ты обошла все рестораны, заказала кучу еды и попробовала только по кусочку от каждого блюда. Ничего удивительного, что ты не наелась. Что бы ты хотела поесть? Цветок цисин, глазурная линия. В самый раз это для таких бандитов. Ничего не понял. Стеклянные колокольчики, я обычно ем их. Лекарственные? Кажется, она не понимает. Придумала. Пойдем в хижину Бубу и накормим Шэньхэ, а Шэньхэ, она как раз недалеко. Чтобы работать, нужно есть. Пойдем. Так вот. Тенра, думаю, что Шэньхэ адепт? Похоже, она впервые в Лиюэ. Ей не хватает здравого смысла, поэтому Пайман делает ставку на то, что она адепт. Так, уйди, не дури, брысь. Интересно, какой она адепт? Пайман умирает от любопытства. Вы пришли за лекарствами? У вас есть рецепт? Цветок цисинь, глазурная линия, стеклянные колокольчики. По четверти килограмма каждый. Какой интересный рецепт. Звучит так, как будто вы хотите пообедать этими травами. Вот это все, что у нас есть. Спасибо. Она действительно ест травы. Пока все в изумлении наблюдали за... Я наелась, благодарю тебя за угощение. Какие они на вкус? Невкусные. У них приятный аромат, но если есть очень много, то вкус становится горьким, кислым и вяжущим. Тогда почему ты предпочитаешь есть травы, а не ресторанную еду? Если бы у Пайман было бы много денег, она бы ходила в лучшие рестораны, заказывала много вкусной еды и съела бы все за один присест. Потому что я не уверена, что останусь здесь. Человеческая еда вкусная, но если я вернусь в горы, то воспоминания ее вкусе будут мешать моему обучению. Поэтому лучше просто попробовать немного, чтобы понять вкус. Вернуться в горы, Тенра? Она точно адепт. Не будем пока обо мне. Какие ваши дальнейшие планы? Пайман, точно, Пайман чуть не забыла. Мы здесь, чтобы принять участие в состязании по восстановлению Нефритового дворца. Если мы будем медлить, то не сможем закончить то, что должны сделать. Понятно. Я слышала об этом состязании, когда проходила мимо. Если мы победим, то сможем задать Нингуан любой вопрос. Ты тоже принимаешь участие в состязании? Я пришла ради восстановления Нефритового дворца, но я не думала об участии в состязании. Вы мне очень помогли, поэтому я бы хотела помочь. Не волнуйтесь, я не жду ничего взамен. Нам как-то неловко. Но помощь адепта была бы очень кстати. Добро пожаловать в команду. Не будем терять времени. У меня есть план действий на ближайшее будущее. Пайман не сомневается, что у Шэньхэ есть отличный план. Не уверена, насколько он отличный, но он определенно эффективный. Всего лишь устранить всех, кто опережает нас. Мы станем первыми. Не, в принципе, план рабочий. Многовато, я бы на твоем месте устал. Я устал. Так, Так, питайся нормально. Когда пати-алог, когда будет время на это? Шэньхэ самая лучшая маме. Окей. Ну ты, конечно, дал Лиюэ за этот стрим закончить тебе еще играть и играть. Серьезно? Я думал, все. Я думал, мы сейчас попрощаемся, и он такой, все, валите вы на Zoom. Я такой, окей. Я обычно питаюсь кофе и воздухом, но за это бан. За это бан по-любому. Нет, так не пойдет! Нельзя так делать!
Нельзя? Но я слышала, что конкуренция — это, по сути, конфликт и единоборство. Мы честно и справедливо займем первое место. Пласт Зари, ядро чудес и талисман адептов. Пойдем по списку. Итак, первым идет Плаустрит. Я слышал про спор снаружи и вышел посмотреть, в чем дело. А это, оказывается, вы. Байджу, что вы здесь делаете? Госпожа Нингуан заказала большую партию ранозаживляющих, простите, лекарств. Но у меня в аптеке недостаточно ингредиентов, поэтому я лично приехал сюда, чтобы подготовить все необходимое. Зачем госпоже Нингуан столько ранозаживляющих лекарств? Понятия не имею. Я слышал, что она хочет восстановить нефритовый дворец. Может быть, это для рабочих на случай, если они поранятся. Как бы то ни было, это ее личное дело, поэтому я не вправе задавать слишком много вопросов. Она также одолжила ЦЦ, поэтому мне не хватает рук в хижине Бубу. Не хотите немного поработать? Мы бы с радостью, но у нас много дел, господин Байджу. Вы славитесь своими обширными знаниями. Вы случайно не слышали о Плаустрите Зари? Он нужен для восстановления нефритового дворца? Я понимаю, что он упоминается в 7 горных трактатах. Там говорится, что после активации Плаустрит Зари возносится к облакам, и что встречается он крайне редко. В древних текстах говорится, что весь сейчас мне надо запомнить. Плаустрит... Иди туда, иди на кровать. Плаустрит Зари был добыт ранее и сейчас находится в чьей-то собственности. Полагаю, торговая гильдия Фэйюнь сможет прояснить этот вопрос. Вот как? Тогда нам нужно идти в торговую гильдию Фэйюнь. Спасибо! Не за что и удачи. Если вам что-то понадобится, вы найдете меня в хижине Бубу. Понял. Так, жалко, на стриме не смогу сидеть. Улетел навстречу удачки. Давай, Эндрюс, пока. Так, не надо бан, по-любому бан. Закончишь Лиуэ только в следующее воскресенье. Серьезно? Все, я на Твиче буду. Хорошо. Бей зеленого. Что? Можно Джей. Так. Завершите другие задания, чтобы продолжить. Что? Понял. Мечник, который любит читать. Поехали. Ну, это судьба. Получается. Я просто голодная. Не голодная. Но как бы твое здоровье думает иначе, поэтому не надо. Надо кушать. Что такое? Плакат о пропавшем без вести. Разыскивается юноша со светлыми волосами, одет в экзотический наряд. Просим откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем. Если вы обладаете какой-либо информацией, пожалуйста, обратитесь к ближайшему солдату Мелилита или напрямую в департамент по делам граждан. Благодарим за сотрудничество. Окей. Ладно. Ты будешь еще 10 лет пахать в Ливе. Плохо. Книжный магазин Ваньхэ. Здесь жители Ливе покупают книги. А мы своруем? Да. Мы должны узнать, есть ли у них посвященный Ливе выпуск путеводителей по Тайвайту. Это очень интересно. Окей. Я бы тут поворую. Ой. Смотри, листай сколько угодно. Покупать не обязательно. Серьезно? Какие вы добрые.
Мы ищем посвященный Лиюэ выпуск. Путеводитель по Тайвату. У вас есть он в наличии? Простите, мы уже давно не заказываем этот путеводитель. Очень плохо продается. Выпуск про Mondstadt был таким интересным, какая жалость. Дело в том, что это не совсем путеводитель. В книге слишком много авторской отсебятины, совершенно бесполезным для путешественников. Мне удалось продать всего несколько экземпляров, но их потом вернули недовольные покупатели. Так, авторский стиль абсолютно невыносим. В некоторых местах он словно... Что? Нарушит закон, да? Нет. Жаль, выпуск о Mondstadt это все-таки неплохие путевые заметки. Но в этом магазине вы их не найдете. Можете посмотреть у Чана 9. У Чана 9? Любитель старинных книг, который живет в деревне Цинце. Он тот еще брюзга, он о книгах поговорить любит. Он был нашим постоянным покупателем, когда жил в Лиюэ. Я до сих пор иногда отправляю ему редкие книги. Любитель странных книг? Это ты? Ой, он у нас есть. Возможно, в его коллекции найдется и 6-й том «Легенды о разбитой алебарде». Кто ты такой? Где же мои манеры? Прошу прощения, меня зовут Синцю. Я скромный ценитель литературы. Мы знаем, что ты пес. Мы оба ищем уникальные книги, утерянные книги. Почему бы нам не направиться к Чану 9 вместе? Почему бы и нет, укажи нам путь. С удовольствием, любители книжек. Окей. Новая глава. Так, мать. У нее тоже квест появился. Блин, подожди. Так, что в чатике происходит? В каком-то веке попала на стрим. Видела, ты сегодня ультуешь 3-й стрим. Да. Так, особенно мое давление. Так, какое? Ешьте нормально, беда-беда. Так, а где шалости? Алло, никаких шалостей. Сейчас начнется самая скука, 50 лет диалогов. Почему? Интересно же. Так, мы здесь вроде все собрали. Цисин, пойдем. Ой, Синцу. Вы не представляете, как долго я искал 6-й том «Легенды о разбитой алебарде». Я бы мог отправиться за ним на другой край света. Окей. Куда идем-то? Ты что, дурной, как далеко? Ну ладно, чё. Откроем данжик. Так. Ой, не туда, да? Ну, получается, внутри, а нам надо наверх. Плохо. Вот тут мы наверху, вот тут далеко. Давайте попробуем забраться. Ну, в принципе, в 2 присеста вон туда, потом туда, и все хорошо. Так. Среди волков. Кто? Ух ты. Сейчас все будет. Кто волк? Кто пес? Алло, скилл. F? Жму F. С ума сошел. «50 лет диалогов» эту Сумеру только что закончила. Ну, не знаю. Пацаны, вы что тут делаете, злодеяние, да? Ой. Тударинь. Пацаны, я не то хотел. Так, давайте сделаем вот так, вот так, вот так, вот так, Сахарозой. Я хочу ударить. Иди сюда. Идите сюда, пацаны. Ну не то, все не то. Не знаю, может пацаны вообще были охотники, мы их просто так замочили. Ну такое бывает.
Не тот район, все дела. Нам вон туда. А мы можем там забраться. Я немного сейчас не понимаю, как, в какой последовательности. Пацаны, смотрите, вот я делаю вот так, я делаю вот так, и потом я беру сахароза и бум! Бум! Во, да, фигачит конкретно. Окей. Ой, а ты зачем жив? Все. Мне нравится, что она ауешная. Это удобно. Прыгай. Опять новые локации, где мы не были, опять миллион сундуков. Лед, здрасте. Доброго, я жива. Почему жива? В смысле, что не так? Почему жива? Что случилось? Рассказывай. Идем к дедушке за раритетом. Ну да. Нам надо просто. Не лагай, игра, ты что? Это что такое? Что такое? Ты зачем ушел под землю? Что это? Что происходит? Кто-нибудь просветите, пожалуйста. Что это такое? Я ждала сестру на ночевку. Привет, всем привет. Подскажите, где сундуки есть много моры? В сундуке в Лио есть. В банке. Умершие души? Серьезно? И чё с ними делать? Тебя оживить? Тебя воскресить? Бери, возьми, съешь душу. Будешь шинигами. Давай. Огнем? Нет. Анема? Пусти. Возьми сахарозу. Ничего нельзя делать. Не знаю тогда. Ой, вон еще одна. Это декор тут такой. Вон их сколько много. Смотрю, думаю, одна прикольная, что-то интересное, уникальное. Надо было просто повернуться сюда. Простите. Так. Что? Кто? Это ты. Че, ты хочешь драться? Давай. Тихо, мать. Уф. Какой дамаг хороший был. Мне пока сахароза очень нравится. Это прям могет. Одобряю. А ты зачем жив? Пойдем. Так. Мы ее подожгли. Мы зачем ее подожгли? Кто-нибудь вообще видел? Тут еще есть? Я не вижу. Вижу. Вижу раз. Их же не может быть две. Вижу геокол. Непонятно. Всем привет. Так, скажите, пожалуйста, ютубчик отъехал? Напишите плюсик какой-нибудь в ютубчик. Крути часку я буду. Так. А ты полетишь? Полетели. Куда летим? Ой, какой ты неудобный. Пошли. Ой, какой ты меня подставить хочешь, да, засранец? Тихо. Я не то нажал. Ай-яй-яй. Все. Ух, как тут жарит. А где? Вот он. Все, окей.
Подожди. О, кстати. Он привел меня к этой штуке. Поджигаем. И нам... А, ютубчик жив, окей. Вы что меня пугаете, ютубчик? А, нет, стоп. Я не взял его. Пойдем, собака. Ты меня решил провести по этим точкам? А, и ты вернешься в начало теперь вот сюда, понял? Отец, спасибо за подарочек, привет. Кто? Не, тихо, не бей его. Вот так? Ой, какой ты дурачок, как ты отлетаешь, ну-ка, килл. Сахароза, ты такая классная, такая сахарная, сладкая, вообще не могу. Одобряю. Часка бесполезна для новичков. Ну, просто хочется. Извините. Данж. Теперь грустно я хожу. Так, что происходит? В итоге без настроения 2 часа, 2 дня плакала. Что происходит? Так, ждала сестру на ночевку. Подскажите, где сундуки, много моры. Убралась в комнату, переделала умершие души. А где находится, покажите. Сейчас, секунду. Вот. Деревня Цицен. И вот мы вот здесь. Я вас стримлю 24/7, тут нет. Подруга не ответила, сестра не пришла. Вот оно что. У вас уровень мира 2, 3. Для подземелья, ура. В итоге без настроения 2 дня плакала. Ах, лед. Бывает, ничего не поделаешь. Не знаю, я не знаю, как тебя развеселить. Прости. Часка бесполезная для новичков. Работает, теперь грустно я лежу, хожу. Не грусти. На самом деле, мелочи. Со стороны, когда смотришь, или там через время, это все мелочи. Лучше займись чем-нибудь интересным, полезным. Покатай в Геншин, почитай книгу. Займись своим хобби и все, не парься. Не знаю ничего, я сам новичок, и мне выпал и... Что? Поверил? Не понял. А, ты про часку. Утром только сахарозы не было. Ничего себе ты... Алло, мы утром ее выбили. Какой скорострел? Что ты такое говоришь? Ты, наверное, даже не прочитал, что я написал. Я прочитал, я же просто занят был. Мне попасть в твое видео, где котик... Попалось в твое видео, где котик любит персонажа с Геншина. Вот он ее любит. Весь в меня пошел. Так вот, так, чатик, я сразу скажу, пожалуйста, не обижайтесь, если вас не читаю. Я не могу видеть всех, к сожалению. Потому что происходят битвы, происходят диалоги, и не получается всех читать. Кстати, я же могу прямо отсюда просто так хоп-хоп и все. Вот. Мы что сюда пришли? Мы ищем старого. Так он уже помер. Это данж. Он уже помер, наверное, тут нет? Посидим с мертвыми душами. Вижу сундук, но мы за ним не пойдем. И снова приветик, и снова здрасте. Просто обидно было, что 3 месяца готовились, а сама она предложила ночевку. Я понимаю. Ну, наверное, это же было не просто так, по-любому у нее причина была. Вряд ли она просто так отказалась. Поговори с ней. Так, лучше мявыка или нивелет? Ну, кому как. На вкус и цвет фломастеры разные, как бы.
Подожди, а это не тот дед? Мы же вроде тут были, не? О, Чан 9. Как мы удобненько. Ну, давайте с ним поговорим сначала. Ух ты. Прости, я у тебя украл. Как дела? Да нормально. В квесты проходим. Конец. Так, я отходил, извиняюсь, почему нету таких девушек в реальной жизни. Ивент проходил? Нет. Привет, хорошего стрима, закончил, пока кушал. Что? Заскочил, пока кушал. Понял, потопал газу, дальше террарию проходить. Ответ на твои реплики послушаю, если прочтешь. Окей. На твой реплей. Окей. Давай. Хорошей тебе игры. Все. Прошу прощения, вы Чан 9? А? Ага, а что вам нужно? Выкладывайте. Мы слышали, что у вас большая коллекция редких книг. Мы бы хотели повзаимствовать выпуск «Путеводитель по Тайвайту», посвященный Ли Уэ. Как же мне это надоело. Эти разговоры о книгах. После того, как запечатали разлом для горнодобывающего предприятия моей семьи, наступили не лучшие времена, а затем вмешались фатуи. Чтобы выплатить долги, мне пришлось заложить мое собрание книг. Все до последней книжки. Хоть представляешь, что это для меня значит? Грустишь, потому что ничего не прочитал? Скучаешь, потому что ничего не прочитать? Нет! Я потратил всю свою жизнь на эту коллекцию. Теперь все пропало! Пропало! Какой смысл жаловаться? Ты все равно не сможешь понять. Остается только надеяться, что мне хватит денег для выкупа своей коллекции. Если тебе больше нечего сказать, то разговор окончен. Давай, до свидания. Неужели 6-й том легенды разбитой Альбарты вы тоже заложили? Давно не слышал этого названия. У тебя хороший вкус, мой мальчик. А чем тебе не нравится наш вкус? Этот шедевральный труд определил литературный стиль целой эпохи, но первая публикация осталась практически незамеченной. Именно эта книга заложила основы целого жанра произведений о странствующем рыцаре и вдохновила многих подражателей. Оригинальные экземпляры можно перечислить по пальцам. Так, что происходит? Это какой ранг? У меня 32. В дальнейшие издания 6-й том решили не включать. Вероятно, посчитали, что он плохо встраивается в общую канву повествования. Верно! 6-й том настолько редкий, что у меня просто рука не поднялась заложить его вместе с остальной коллекцией. Вы хотите сказать, что книга по-прежнему у вас? Да, это мое последнее сокровище. Чан! А тебе хватает храбрости заставлять нас ждать? Ты собираешься продавать Корляпис или нет? Не стоит злить Моацай Гуана, если тебе не нужны проблемы с Фатуи. Снова ты. Ты же понимаешь, что я не могу дать тебе такую цену. Мне нужно выкупить коллекцию. А решать тебе, если ты книжки... А есть ты книжки будешь, что ли? Если тебе прямо вместе с книжками сразу закопать в землю? Или... ты... Эй, полегче, почетный господин. Вам сам вправе решить, заключать ему сделку или нет. Не надо на него давить. А ты кто такой? Не суйте свой нос в не свое дело. За почтенного господина заступится Цинцю. Цинцю, простите. Последователь школы Гухуа. Злодейский смех в скобочках. Школа Гуха? Вы только послушайте этого клоуна. Он думает, что он мастер Гухуа. Я думал, что все старички, практикующие Гухуа, уже давно вымерли. Ты думаешь, что ты один из них? Правосудие должно быть беспристрастно. Я всего лишь тот, кто делает правильные вещи. А ты? Если ты служишь злу, значит, ты являешься злом? Ты пожалеешь, что перешел мне дорогу? А ты, Чан, продаешь весь Корляпис?
Та-та-та. Так, хочешь ты того или нет? Стервятники уже кружатся над поверженным львом. Мои дни сочтены. Вернемся к разговору о книге. Можно ее одолжить? Не самый подходящий момент. Эх, уже нет никакой разницы. Раз уж ты заступился за меня, забирай книгу. 3 долгих года я ждал этого дня. Мою благодарность невозможно передать словами. Я, сын Сю, не забуду проявленную вами щедрость. Ладно. Не забудь ее вернуть, когда прочтешь. От юных последователей Гухуа всякого можно ожидать. Серьезно? Почему? Эй! И вот так вот ты запросто уйдешь? У нас еще есть много вопросов. Так, она еще накричала на меня. Беда. Какой у тебя ранг приключений? Так, я как раз прошла, а этот голос просто прекрасно готов. Спасибо большое. Мне так нравится твой голос. Спасибо большое. Так, почему мне хп мало? Блин, то, что у меня хила теперь в команде нету, это прям беда. Но Сахароза топ. Прям топ. Нам надо покушать. Би. Угу. Мы же готовили. Что? Сколько оно... Офигеть! Я парился с едой, а вот это так восстанавливает много. Я понимаю, что я оверхилинг сделал, но ничего страшного. Круто. Я что-то видел. Тут что-то сверкало, не? Ничего, галюны? Если вы хотите поиздеваться над стариком, то вы выбрали не того старика. Проваливайте. Понял. Кто вы? Ну это диалог, если бы мы просто пришли. Понял, принял. Так, ютубчик, отзовитесь. Не хочу спугнуть тебя, но я не такой иной, как прославленный Чан 9. Что? В старые добрые времена я был крупным воротилой в Лиюэ. Через мои руки ежедневно проходили сумасшедшие суммы денег. Любой, кто хотел вести дела в Лиюэ, обращался ко мне. Даже большие шишки из Цисин в Лиюэ слушались меня. Почему вы здесь живете? Непредвиденное стечение обстоятельств. Дела разладились, и я решил все продать и перебираться в тихое, уютное, укромное местечко. Только тот, кто познал бедность, зовет себя настоящим мужчиной, гласит древняя мудрость. Пускай у меня осталась только ветхая хижина и коллекция потрепанных книжек, я верю, что мои лучшие времена еще впереди. Я подумываю начать торговать рудой, но ни слова больше, не хочу раскрывать все секреты. Наступит момент, и весь город поймет, что Чан 9 вернулся. Понял. Принял, обработал. Мы тут, это хорошо. Что было, ты уже забрал. Не понял. Почему на эфире всего 8 челиков? А меня ТикТок забанил. И я в теневом бане. Поэтому так. Ну ничего. Мне абсолютно нормально. Типа, мне не нужна большая аудитория. Вы сидите со мной, мне этого достаточно. Пройти интересную историю. Бабуля Жосинь. Здравствуй, путешественники, здравствуйте. Добро пожаловать в деревню Цинце. Вы здесь старости? Расскажите о своем прошлом. Скажу честно, я бы предпочла, чтобы моя юность прошла здесь, а не в Лиюэ. Тут жизнь проще и осмысленнее. Раньше я была актрисой в чайном доме Хэюй. Жила неплохо, но когда вся твоя жизнь игра, ты поневоле теряешь связь с реальностью. Когда мы с возлюбленным мечтали сбежать из города и поселиться в деревне, никаких больше помпезных банкетов и роскошных вечеринок. Простая сельская жизнь. Думаю, что я сделала правильный выбор. А он?
Ох, кто бы мог подумать, что когда-нибудь буду рассказывать такие истории. В последний раз мы виделись, когда он всходил на борт корабля, уходя в дальнее плавание. Он обещал, что мы поселимся в Цинце после его возвращения. Может, всем актрисам суждено прожить свою жизнь полную лжи. Прожить жизнь полную лжи. Его обещание оказалось самым большим обманом в моей жизни. Тебе интересно, жду ли я его до сих пор? А так он же, может, умер. Он же не обманул. Ха-ха, как знать. Моя красота давно увяла, теперь это не имеет никакого значения. Так он же тоже старый, бабка. Если любит, вернется же, все нормально будет. Надеюсь, Надеюсь, что когда-нибудь вы снова встретитесь. Благодарю за утешение, доброе дитя. Когда-то я смотрела за ним целый день, от рассвета до заката, но однажды я увидела его во сне. Когда я проснулась, моя подушка была мокрой от слез. Я больше не надеюсь, что он вернется, но я надеюсь, что он счастливо живет где-то в городе. Я не жалею ни о чем, я не жалею о нашей любви. Ты так внимательно слушала мою болтовню. Спасибо тебе. Если ты не против, я хочу вручить тебе подарок. Однажды он подарил мне эту вещь мне. Но теперь она приносит мне только грусть. Что подарила? Бабка, не грусти. Цветок искателя приключений мне подарили. Так, ТикТок злой на тебя, да за что, я же пустяка. В теневом бане из-за контента. Может быть, но я не виноват. Привет, привет, как ты? Дарьяна, привет, привет, я нормальная, как твои дела? ТТ забулил Тенру, именно так и сделал. ТТ пес и собака. Так, и на Ютубе 5. Нет, на Ютубе 5 это нормально. То есть на Ютубе это те люди, которые приходят туда осознанно. А ТикТок, он, по идее, генерирует аудиторию. То есть он подкидывает твой стрим другим людям, они потом приходят на Ютуб и Twitch и так далее. Вот. Ютуб это другая платформа. Там, чтобы у тебя люди приходили, там немножко другие действия надо делать. Очень редко приходит, чтобы просто так. Вот. А где этот? Он внизу? Но опять же, ребят, я не грущу, мне не нужна большая аудитория. Я это делаю просто, чтобы отдохнуть от проблем в жизни, от усталости и так далее. Постримить, вот этот выходной был прям супер плодородный, это 3-й стримчик. Но хоть и сейчас это немножко превращается стриминг в работу, но все равно я отчасти отдыхаю. Поэтому не думайте, что я из-за этого переживаю. Мне комфортно, даже если будет сидеть 2 человека. Так. Под мостом, как всегда, да? Где? Я вижу испытание. Георгин, спасибо за подписку. Непонятно. Мисс Бай, Мельник. Привет, как поживаешь? Мы тут не часто видим таких молодых людей, как ты. Что ты продаешь? Она продает? Хочешь немного тофу? Мой домашний тофу не оставит тебя равнодушным. Я гарантирую это. Рецепт дары гор. Ой, давайте купим. Купить. Сельская услада. Заоблачный гоба. Прикольно. Тофу. Ой, это ингредиент? Давайте купим. Купим. Все, нам нужно. Шелковица. Купить. 5000. Покупаем. Это цветы, мы их можем... О, миндаль. Миндаль мы не находили. Мы ее купим. Вот, это нам для готовки пригодится. Так, подожди, мать. Привет. Меня зовут мисс Бай. Это моя мельница. Если говорить точнее, то это мельница, которой я заведую. Как она тебе? Выглядит неплохо, правда? Ну, неплохая. Неплохо. Спасибо. Мне нравится, когда меня хвалят. Это не простая мельница. Мы делаем лучший тофу во всем Лиуэ. Не хочу хвастаться, ты уже это делаешь. Но это действительно так. Мы поставляем тофу в городские рестораны, в том числе на постоялый двор Ваншу.
Я могу говорить о тофу целый день, но не стоит верить мне на слово. Попробуй лучше сама. Если понравится, то сможешь купить еще. Халявный тофу. Так, и что там было еще? Молодых людей? Да, молодые люди уезжают отсюда в поисках работы. Они почти никогда не возвращаются назад. Чужеземцы к нам тоже не часто заглядывают. Городская жизнь привлекает многих. Понял. Понял, принял. Я потихоньку недавно с Тату приехал. С Тату? Это откуда? Или с Тату татуировка? Плакат о пропавшем без вести. Это тот же самый? Посмотри, почитай. Почитай. Светлыми волосами? Да, это он же. Ну да, я сразу из ТТ сюда перебралась. Ну вот. Привет, что происходит? Что я пропустила? Привет, проходим квестики в Лиюэ. О, вот он. А мы забежим пока сюда. Потому что нам надо. Привет! Настя, привет! Вот ли Корлябис можно было бы покупать оптом? Я тут Шкибуб. Здрасте. Настал твой звездный час, да? Пайман правильно все поняла? Интересно, вот это поворот. Эй, Пайман с тобой разговаривает. Неспроста эта книжка так высоко ценится. Эй! Этот мужчина вел себя так, словно он большой начальник. Ну да, он же там воротил ворота. Возможно. Как они могут так обращаться с Чаном Девятым? Это просто грабеж. Требовать за груду такую низкую цену. За руду такую низкую цену. С татуировки. Ты сделал татуху. Понял, принял, что сделала. Как дела? У меня все нормально. Как твои дела? Мы обязательно должны ему помочь. Я с вами. Значит, теперь ты нас слушаешь, да? Я взял эту книгу, чтобы Чан Девятый не смог ее заложить. Я обязательно верну ее, как и обещал. Это вопрос чести. Книга будет храниться у меня, пока я не смогу выкупить остальную коллекцию. И как ты собираешься это сделать? Конечно, есть предварительный. Это, я так понимаю, у тебя есть план? Конечно, есть предварительный. Осталось продумать детали. Мне нужно подумать. Это не займет много времени. Ты все еще здесь? Это что, всего лишь игра для тебя? Ты думаешь, что никому не грозит реальная опасность? У вашей школы нет людей, ни особых талантов, но храбрости вам не занимать. Как там называется? Гухуа? Древняя мудрость гласит, трясущийся дуб букашка переоценивает свою силу. Трясущийся дуб букашка переоценивает... Не совсем понял. Прекрати поясничать. Прошу тебя, покинь это место. Я не потерплю посягательства на частную торговлю. Чан Девятый, благородный господин. Это так мило. Ты что, хочешь защитить старика? Жаль, что у тебя ничего не выйдет, малыш. Ты со мной мои приятели из Фатуи. Твой Хугуа тебе не поможет. Пусть я и молод, но я не собираюсь убегать от опасности. Тогда придется тебе преподать урок. Ну давай. Давай посмотрим, пес. Чё там Фатуи? Как ваши дела? Чё, обосрались? Обосрались, пацаны и девчонки? Бум! Бум! Так, можно вот так. Все. Я думал, у тебя обычное нефритовое украшение, а не глаз бога.
Сегодня победа за тобой, но мы еще не закончили. Увы, но они едва ли извлекут урок из случившегося. Так у тебя, значит, глаз Бога? Да, но я стараюсь как можно реже его использовать. Это было бы нечестно по отношению к моим врагам. Я пытаюсь вернуть школе Гухуа былую славу, но эта задача не из легких. Сейчас они ушли, но будь уверен, скоро вернутся. Но на самом деле надо было их того. Я не допущу несправедливое отношение к тем, кто помог мне. Дела можно вести и честным, и нечестным путем. И я займусь тем, чтобы этот вопрос решился удовлетворительно для всех. Обычно фатуи не принимают участие в подобных конфликтах, но наглый тон их мальчика на побегушках намекает, что их слова не безосновательны. Здесь должно быть замешан тайный заговор. Он упомянул о Мао Цзагуана. Мне знакомо это имя. У него есть богатый дом в Лиюэ. Полагаю, вам двоим заняться расследованием. Предлагаю. Хорошо, а чем займешься ты? У меня? Я? У меня есть дела. Другие дела. Посмотрим. Давайте встретимся на террасе Юйцин в Лиюэ. Какие еще у тебя дела? Ты уверен, что ты не злоупотребляешь нашей добротой? Ничего себе! Вот это поворот! Эта глава просто невероятна. Ах! Как же он меня бесит! Так и хочется его стукнуть! Так, отомстить никогда не поздно. Сначала давай поможем Чану 9. Ну ладно, но сначала надо придумать ему кличку. Просто он меня бесит! С этого момента я буду называть его книжным червем. Понял, принял. Идите вперед. Не надо меня ждать. Прочту еще страничку, а потом разомну ноги. Только одну страничку. Понял? Угу. Так, что происходит? Во-во, миниатюра. Я и Тенра этот чубзик. В смысле? Привет. Может оставить квесты на потом. Просто есть одна книжка, и в книжке... Так, что за игра? Хентай? Что? Какой хентай? Осуждаю. Это Genshin Impact. Тоже нормально, это хорошо. Как долго ты играешь в это? Это 28-й стрим. Это 28-й стрим. Очень интересная игра. Сюжет прям кайф. Особенно побочки. Дун-дун. Ух ты, это же... Что это было? Ух ты, это же настоящая путешественница, да? Да. Круто! А ты видела много разных крутых штук, да? Мой папа – матрос Южного Креста. Они побывали во всех концах мира. Каждый день у папы было новое приключение. Он настоящий герой. Он редко бывает дома, но мне очень нравится читать его письма. В них папа рассказывает о самых интересных приключениях. Когда я вырасту, я тоже стану матросом Южного Креста. Тогда у меня будут свои собственные приключения. Круто! Понял. Удачи, у тебя все получится. Спасибо, ты из тех немногих людей, кто поддерживает меня. Все в деревне говорят, что мне никогда не стать таким героем, как мой папа. Потому что я не пью молоко. Но кто вообще сказал, что герои должны пить молоко? Оно такое странное на вкус. Алло, ты не вырастешь, кости будут слабые, и ты умрешь. Но не выкидывай же его. Хочешь немножко молока? Ты мне молоко дашь. Только никому не рассказывай, ладно? Ты просто сплавил мне молоко, которое не хочешь пить, пес. Письмо для Дундуна. Давайте почитаем, потому что что-то он интересное там рассказывает. Как открыть? Как открыть? Джей? Нет. Архив. Книги. Письмо. Не понял. Она где-то а тут поиска нету, да? Чей-то дневник. Том 1. Я пропускаю, я не понимаю, я не вижу, его здесь нету.
Письмо для Дундуна называлось. Нету. Полные, неполные, пустые. А, может быть он в инвентаре у меня? Так, опыт странника. Где книга, алло? Я не понял, меня игра забулила, да? Песня равновесия, печать согласия, россыпь жемчуга. Спасибо за подарочек. Чат, как мне найти книгу? Как найти письмо? Как долго ты играешь в это? Я ответил, снова с вами. Подбодрил. Ну как же, отлично кушать тортик по твой стрим. Приятного тортиедения. Ой, Денра, смотри, как много читает. Да! Классно, ух ты, в ютубе 12 человек, круто. Флажок с восклицательным знаком, там обычно все, что для квестов. Так это не квест. Это же просто мы нашли книгу, я не понимаю. Письмо Ордена Бездны. Вот письмо. По идее, вот я его могу прочитать. Видите, руководство, сборник, биография. Ордов, Авония, россыпь жемчуга. Нету. Нафига я его подбирал? О, изучить. Рецепт. Заоблачный Гоба. Дары гор. Я осуждаю игру за это, если честно. Либо я не понимаю. Игра какая-то детская, я бы такое не играл. Ты сначала свой аккаунт покажи людям. Дядюшка Кай, желаешь выпить чашку чая? Проходите, присаживайтесь. У меня есть один фрагмент. Фрагмент чего? Покажи. Какие-то надписи или рисунки, ничего не понимаю. Покажи это деревенской старости, может, она тебе поможет. Что у меня есть? Я не виноват. Чем торгуете? Присядьте, отдохните, попробуйте наш фирменный чай деревни Цинце. Большая чашка. Ой, выглядит очень как обычный наш в пиалке чай. У нас в Казахстане так пьют. Так, расскажи о чайном... Так, ты управляешь этим местом в одиночку? Давай о чайном домике. Раньше люди работали в поле целый день, и им негде было отдохнуть. Теперь мы... Блин, я чай захотел. Это горячий такой чай прям в пиалке. Я себе после стримчика сделаю. А теперь мои старые друзья или случайные прохожие могут отдохнуть за чашечкой чая. Кто бы мог заметить, сейчас дела у меня идут не очень. Как ты мог заметить, простите. Но каждый раз, когда кто-нибудь останавливается у меня выпить чаю или даже просто поболтать, я понимаю, что все-таки стоило открывать это заведение. Ой, ну давай я выпью чай. Давай я у тебя куплю чай, чтобы ты не грустил, старик, давай. Давай. Он у тебя, конечно, за 1000 моры, блин, чай у тебя, но я куплю. Чтоб ты не грустил, дед. Не грусти. О, Юньдай, тут реально одни старики. Добро пожаловать в нашу деревню. Кто вы? Самая простая старушка. Когда-то я пыталась пожить в Ливе, но мне не... Что? Нет. Я здесь присматриваю за малышами. Мне приятно, когда они вырастут послушными и воспитанными. Когда я была помоложе, мы с братцем рыбачили на речке. Мы продавали рыбу и жили, в общем-то, неплохо. Но я никак не могла привыкнуть к хаосу городской жизни, да и к торговым хитростям. Я, увы, не предрасположена. Может, мне просто не суждено разбогатеть? Здесь я чувствую себя гораздо комфортней, наслаждаюсь покоем и тишиной. Понял? Это хорошо, это ты молодец. Отдыхай. Тебе уже не надо, ты не дури. Книжка. Властелин. Так вот, что происходит? Каркар дед шарит за чай, да. Главное, полную пиалу не наливать, да.
Деда с легендой об Аанге, точно. Это, как его звали? Блин, забыл. Дядюшка... Ну, вот этот дядюшка этого чувака с шрамом. Одинокий клинок в пустошах, том 2. Чё они от меня книги прячут? Я не понимаю, зачем? Кто понял, тот понял. Да, письмо для... Это архив книги, чей-то дневник. Это и есть то, что ты подобрал. Стопэ. Архив. Давай. Книги. Башня Манштата легенда. Сборник. Дневники. Ну вот это. Ну там был просто как мне теперь... чей-то дневник. Том 1. Спасибо тебе большое, Мика. Вот ты молодец. Это пишет отец того мальчика. Дорогой Дундун, время летит так быстро и незаметно. Вот уже 3 месяца, как я в море. Скучаешь по папе? Ты вовремя ложишься спать? Надеюсь, не докучаешь дедушке и бабушке? Я очень-очень скоро буду дома. Скоро я вернусь из Инадзумы и возьму тебя в порт посмотреть на корабль Южного Креста. В этот раз точно, даю слово. Дундун, помнишь ли ты отмель Яугуан? Там я нашел много-много золотого песка. Столько, что и не унести одному человеку. Когда я вернусь, мы купим много вкусной еды. А потом... Блин, на самом деле звучит как неправда. Запустим деревянную мельницу и будем делать вкусный тофу. Но еще больше я хочу потратить это золото на покупку дома в Лиюэ, того, из окон которого видно океан. Когда я вернусь, ты тоже сможешь решить сам, на что мы потратим эти деньги. Как тебе? Ах да, знаешь что? На берегу озера Лухуа, что в долине Гуэли есть один высокий-превысокий обрыв. И там я случайно столкнулся со стражем руин. Он просто сидел там, опустив голову и даже не шевелясь. В небе грохотал гром, дождь барабанил по его телу, но все же он ровно сидел, не двигаясь. Я присмотрелся к нему и только тогда понял, что он, похоже, спит. Тогда я храбро забрался на его корпус, крепко обхватил его огромную голову и повернул так сильно, как мог. Послышалось несколько щелчков, а потом раздался грохот. Голова покатилась с обрыва, но, к сожалению, разбилась, когда упала. Иначе бы я обязательно привез домой такой трофей. Если бы ты мог хорошенько его рассмотреть, что бы ты его мог? МПчка, спасибо за подарочки. Еще был в заоблачном пределе. Когда ты подрастешь, я возьму тебя туда с собой. Облака там похожи на море. Водопады в 100 раз больше, чем те, что в Цинце. И иногда среди гор можно даже увидеть башню адептов. И более внушительного вида представить невозможно. А еще я встретился с настоящим адептом. Мы выпили вместе, поболтали, посмеялись о всяком. Адепт подарил мне бутылку. Нужно только подуть в нее, и сразу из нее нескончаемым потоком польется вино. Но ты ни в коем случае не трогай бутылку. Ты еще маленький, тебе нельзя пить вино. Подожди, вот вырастешь большой, и тебе достанутся все мои сокровища. Мои приключения в Лиюэ подходят к концу, и я иду на пристань, чтобы сесть на корабль Южного Креста и спуститься в плавание к дальним берегам. На новом месте я точно найду еще больше удивительных сокровищ, и я жду не дождусь момента, когда наконец-то смогу разделить их с тобой. Пока, дорогой Дундун, обязательно ложись спать вовремя, не ешь много сладкого, чтобы не заболели зубы, и не серди дедушку с бабушкой, ладь со всеми и не дерись ни с кем. С любовью, папа. Понял, на самом деле, это, конечно, все классно, папа очень много всего говорит интересного, но звучит как вранье. И когда он вырастет, он сильно разочаруется в жизни, если рядом не будет Чиори. Контент подъехал, простите. Так вот, как давно играешь? Я играю, не знаю, это 28-й стрим, умножай на 2, получаешь часы.
Тебе написали, где посмотреть записи. Да, я посмотрел. Сколько тебе лет? Мне 31. А когда будет рафт? Рафт мы полностью закончили. Можешь посмотреть на ютубчике. Есть плейлист. Там есть все. Но мы обязательно в него вернемся. Об этом я говорил в конце рафта. На самом деле рафт очень понравился. Поэтому по-любому вернемся. А я что, зря гайд записывал? Видимо, да. Мне не нужен гайд. Буду знать теперь. Здрасте, дядя Тенра. Здрасте. Так вот. О, вон, вижу. И нет. Беда. Ой, какая беда. Спуститесь, помогите. Вот сюда, встань. Ты сможешь. Встань. Мать. Да какой ты фотку делаешь, алло. Да уйди. О. Это знаешь, когда удача. Ты пытаешься что-то сделать, делаешь не то, но в итоге все равно правильно пришел к чему-то. Отдай. Спасибо. Вот. А можно вон туда зайти? А, нельзя. Понял, принял. Кстати, Тенра, я забыла твой рост. Какой он? 1,88 м. Тенра, привет! Привет! Зачем мне на водном колесе, когда я этот... читер? Так, мы с тобой разговаривали, отстань. Так вот. Все, мы идем. Кстати, в конце стрима будут крутки. Будет 15 круток. В часку. Ну и опять же, выбить еще сахарозу, потому что мне нравится. Мы идем сюда. Подожди, а это что за квест? Знай своего врага. К сожалению, в книжном магазине оказался... Да, мы сюда идем. Ты отслеживаешь? Отслеживаешь. Пойдем. Привет, во. А сейчас вроде не конец стрима. Нет, еще полчаса. Еще полчаса. Так, нам прям наверх. Блин, стамины все равно мало. Аригато. Спасибо за подписку. У меня одной стрим завис или инет у меня плохой. Скорее всего, у тебя одной. Так, ютубчик, отзовитесь, вы живы? Подайте признаки жизни. Бабуль, прости, хотел сказать. Я хотел цветы забрать. Дети, подойдите сюда. Вы как раз вовремя, я искала вас. Бабушка, что случилось? Вам нужна помощь? Вы очень много сделали для Лиюэ. Я не могу просить о большем. На самом деле, мы с моими старыми друзьями собрались вместе, чтобы придумать для вас подарок. Подарок? Паймон любит подарки! Я просто сделала то, что должна была сделать. Дитя, хоть ты и недолго побыла в Лиюэ, ты выучила много вежливых слов, но ты не можешь отказываться от этого подарка. Когда вы были в моем чайнике в поисках колокольчиков очищения, я слышала, как твой маленький друг сказала, что вы живете под открытым небом. Мне сейчас дадут дом, где можно как в Симсе обустраивать, мне говорили про это. Впереди вас ждет долгое путешествие. Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше. Хоть я и уже не молода, но я способна создавать пространство. Создавать пространство? Разве вы не знаете, Георхонт проявил милость и наделил нас способностями просветленных. Я не буду удаваться подробности, скажу лишь, что пространство – это маленькие автономные миры. Чайник, в котором вы побывали ранее, безделушка, которая была создана при помощи этой способности. Безделушка? Вы называете это безделушкой? Чайник не то, чем можно похвастаться, чтобы создать свой собственный мир. Мне нужно уйти от мирской суеты. Георхонт же может двигать горы и моря. Вот что называется истинной силой. Все это все дела давно минувших дней. Не будем об этом. Мне не достает еще одного материала, чтобы закончить подарок.
А какого материала? Да, мы хорошо умеем находить вещи, собирать материалы, мы все можем. Все в порядке, дети. Вам не нужно никуда идти. Я уже нашла быструю и шуструю помощницу. Я уже говорила, это особые материалы, и вряд ли вы знаете, как их найти. Некоторые из них очень редкие в наши дни. Что это за материалы? Например, мне нужна мерцающая глина с Тростниковых островов. В былые времена ее можно было найти только в местах обильного скопления глазурной лилии. Чтобы ее добыть, нужно копать почву, исследуя за корнями глазурной лилии. Если вам улыбнется удача, то вы сможете найти маленькую горстку мерцающей глины. С тех пор, как Тростниковые острова приобрели свой нынешний вид, мало кому удается добыть мерцающую глину. Еще сложнее добыть изумрудный нефрит в разломе. С тех пор, как в кузнице Черногории открылось горнодобывающее предприятие, запасы изумрудного нефрита практически иссякли. Изумрудный нефрит – одно из сокровищ адептов, в котором заключена их сила. Не каждый человек может вынести длительный контакт с этим минералом без вреда для здоровья. Они просто радиоактивные, алло. Спасибо за подарочек. Ох, не знаю, может ли малышка их достать. Кто это ваша малышка? Бабушка, если вы адепт, то она тоже должно быть адепт? Можно и так сказать. Она тоже считается адептом. Почему в Лиуэ так много адептов? Куда ни посмотришь, везде адепты. Такое ощущение, что даже когда мы едим, за соседним столиком сидит адепт. Может быть, кто знает. Некоторые из многих старых друзей очень любят мирную жизнь среди смертных. Бабушка, я вернулась. А, эти двое? Позвольте представить, это Янь Фэй. Она выполняет для меня поручение. Это же у меня есть Янь Фэй. Янь Фэй. Это путешественница и ее компаньон. Ты наверняка слышала о них. Да, упоминали о вас в записях миллилитров. Вы были подозреваемым номер 1 после инцидента в церемонии сошествия. После того вы победили миллилитов в заоблачном пределе, свидались с Фатуей. Прежде чем окончательно победить древнее божество вместе с бабушкой и ее сподвижниками. После чего группировка Цисин сняла с вас подозрения. Очень жаль. Очень жаль, что я не познакомился с вами раньше. Я не могу сказать, что я смогла бы полностью очистить вашу репутацию, но эта ситуация была менее унизительной. Позвольте представиться, меня зовут Янь Фэй, я консультант по юридическим вопросам. Проблемы с законом? Обращайтесь прямо ко мне. Ага, вот моя визитка. На ней вы найдете мои контактные данные и адрес моего офиса. Держите их всегда под рукой. Алло, мать, ты у меня в инвентаре лежишь, я тебя выбил, ты моя. Ты мой личный карманный юрист. Если у вас чрезвычайная ситуация, просто приходите по этому адресу и оставляйте сообщение. Чуть не забыла. Для новых клиентов предусмотрена специальная скидка. Янь Фэй, достаточно. Перейдем к делу. Полагаю, в данный момент эти двое вполне могут обойтись без юридических консультаций. Мне нужна твоя помощь. Не удивляйтесь, она всегда была такой. А о себе она может говорить бесконечно. Ты правда адепт? Мы уже встречали адептов раньше. Ты совсем на них не похожа. Адепт? Думаю, да. По крайней мере, мой отец говорит, что он адепт. Он утверждает, что давным-давно сражался на стороне Георхонта. После войны он вернулся домой и женился на моей матери. Потом появилась я. Когда я выросла, мои родители отправились путешествовать по миру. В итоге я живу здесь с бабушкой. Звучит очень необыденно для адептов. Разве они не должны соблюдать контракт и защищать Лиуэ? Как они могли вдруг вернуться домой и жениться?
Папа сказал, что все обсудил с Геархонтом, и он дал свое согласие. Так папа вернулся и женился на маме. Геархонт даже сделал им свадебный подарок. Давайте пока отложим эту историю в сторону. Бабушка, мне удалось собрать почти все материалы, о которых ты просила. Не хватает только изумрудного нефрита. Вот оно как. Без изумрудного нефрита будет непросто. Яньфэй, можно что-то придумать. Их помощь Ливой неоценима. Мы обязательно должны отблагодарить их. Да, знаю я, бабушка. И ты говорила мне это много раз. Если официальные методы не позволяют попасть в разлом, надо придумать что-то еще. Подождите, дайте кое-что проверить. Ого, какая толстенная книга! Что в ней написано? Деловая консультация, минералы, снежная. Вот, нашла. Торговец из Снежной по... Она так Снежная говорит, на самом деле, по-русски как-то. Снежной по имени Кроссель обратился ко мне за советом по поводу редких руд. Он сказал, что хочет добыть изумрудный нефрит для производства шпилек и продавать их в Снежной. Спрашивал меня о сопутствующих рисках. Пойду поговорю с ним. Не исключено, что... Спасибо за подписку. Что у него есть изумрудный нефрит? Или он что-то знает о нем? Я тоже пойду. Ты тоже пойдешь? Хочешь пойти? Я не могу тебя оставить, но прошу, не вмешивайся в разговор, просто стой рядом. Не хочу, чтобы возникли юридические осложнения. Подумать только, нас предупреждает о юридических осложнениях. Впервые вижу такого адепта. С ней надо быть осторожнее. Пойман, ну что? Завидую Дедус. У меня в чайнике много котов. Но если у тебя много, значит, я тоже могу добыть. Так, какой ранг? 24-й. Живем, да, живы, МП. Какой крутой я его фанатка, слова Кирару, честно. Так, для стамины лучше все оклы, геоклы собрать. Увы, единственный шанс повысить ее. Понял, принял. Ну, мне так и говорили, я знаю эту инфу, просто беда. Хочется больше. Так, я тебе 100 раз об этом говорил. Да я понимаю. Ты же говорил мне про дом. Ну и на самом деле первая мне сказала про дом Кирару, потом Фокс, а потом Импичка, поэтому Импичка, прости, тут ты не первый. Ты у меня не первый, прости, Импичка. Такова жизнь. Ты думал, что ты у меня первый, но... Нет. Такова жизнь. Лоди, привет. Мне нравится твой смех. Спасибо большое. Так. Все собрал? Все. Я тебе про чайник говорил еще на первом стриме. Да? Ну, то тогда сорян. Крепкий Ву. Кто здесь? Так, купец из Манштата хочет встретиться с Маацегуном. Мое имя Тенра, у меня личная договоренность с твоим начальником. Купец. Он ничего не говорил об этой встрече. Господин сегодня занят. Все назначенные встречи отменены. Занят? И чем же он таким занят? Господин готовится заключить важную сделку. Он уехал рано утром. И куда же он уехал? Прошу прощения, но господин запрещает обсуждать такие вещи с незнакомцами. Незнакомцами у нас с ним личные договоренности. Нет, то есть, конечно, да. При всем уважении. Приведи нас к Мао Цайгуну или пожалеешь. Значит, твой господин должен заплатить за твою грубость? Простите меня, прошу! Господин направляется обсуждать дела в шатре Сэньюэ. Прошу, пощадите меня. Если господин узнает, то мне конец. Мы и так потратили слишком много времени на пустую болтовню с невоспитанными стражниками. У нас есть большие важные темы для разговора с твоим господином. Благодарю вас! Желаю вам успехов и процветания. Отличная работа, Тенра. Никогда бы не подумала, что ты умеешь вести переговоры.
Ты тоже отлично сработал. Хе-хе, Пайман любит комплименты, а еще больше Пайман любит разные вкусняшки. Это мы знаем. Должно быть, стражник говорил о ком-то из Фатуи. Я тоже так думаю. Нам пора отправляться в шатер Синьюэ. Ну давай. Ехал. Нам придется быть очень осторожными и скрытными, если мы хотим узнать об их интригах. Ладно. Так вот. Собрал. Стоп, здесь по-любому что-то есть. Тихо. Что это я видел? Спрятаться хотел от меня. Пёс. Вот. И вот тут я что-то видел. Книжки. Записи благородного рыцаря Пыль. Жемчужная нить. Том 4. Понял. Принял. Так вот. Ты еще отвечал, что за чайник такой. Ну, может быть, я не вдуплил, что за чайник, поэтому и не читово ничего, то, что ты рассказывал. Не читово, импишечка, раз я не запомнил, это же беда получается. Я не понял и забил на эту информацию. А ты не донес. Плохой учитель, садись 2. Как-то так. Так. Доктор Люсю. Люсу. Извините, мне выше. Мы вроде с ним, кстати, говорили. Клерк. Я понимаю, не волнуйтесь, я обещаю, что заказ будет выполнен вовремя. Мои источники сообщают, что у вас возникли проблемы. Возникли небольшие технические трудности, нам не удалось купить курляпис. Он беспокоится, но беспокоиться не о чем. Если Чан 9 не передаст нам курляпис, мы купим его где-нибудь еще. Замечательно. Фатуи не интересует только результат. Фатуи готовы предоставить любую помощь. Но лишь бы в этом случае, если сделка будет завершена вовремя. Возможно, наша благодарность будет вам не по карману. Благосклонность, простите. Понятно. Я в долгу перед вами. Мне не хочется вас разочаровывать. Мы знаем это. Когда наступит время, узнаем это. Проклятый старик Чан. Понял, беда. Муацай Гун вступил в сговор с Фатуи. Кто знает, чем закончится этот книжный... чем занимается этот книжный червь. Давай расскажем ему о нашей находке. Ой, опять. Ну почему у меня прилетают эти спамеры? Вот, блин, серьезно. У меня на Твиче, наверное, человека 2 сидит. И прилетает спамер, который пишет всякую фигню. Ну зачем? Зачем? Так, куда нам надо? Не понял? Джей? Так, Байджу поведал вам о заре распустить темную торговую глядифонию. Подожди, это не то же. Это не то. Мне теперь персонаж занят другим заданием. Подробности. Созерцатель морей. Как тут все запутано по квестам получается. Я не могу выполнить квест другой, потому что тут мешает другой. Какая-то беда. Молодой господин, наконец-то вы вернулись. Здрасте. Забрал чашку. Что? Я просто посмотрел и увидел, что у меня из аниме-персов только Сяо и Джин Казуха. И забрал все, Пира Архонта мне не видать. Ничего не понял. О, Twitch, такова судьба Твича. А модераторов там нет, чтобы их забанить. Там был, но сейчас модератор не заходит на стримчик.
Ты чем-то обеспокоен? В последнее время в гильдию поступало много заказов. Мы выбиваемся из сил. Ваш отец попросил передать вам, чтобы вы остались и помогли. Пусть персонал сначала разберет заказы, я займусь ими лично чуть позже. Просто чудесно, спасибо, молодой господин. Благодаря вам я смогу вдохнуть... вздохнуть свободнее. Синцю, ты тоже здесь! Мы хотим спросить тебя кое о чем. Тенра, Пайман, пожалуйста, подождите минутку. Сюй, мне нужно принять гостей, а ты возвращайся к работе. Мы обсудим дела гильдии чуть позже. Понятно. Господин, уважаемые гости, приятного вам общения. Я прощаюсь с вами. Не ждал увидеть вас сегодня. Что-то случилось? Вам нужна моя помощь? Синцю, ты слышал о Плаустрите Зари? Плаустрите Зари. Понятно. Вы тоже участвуете в состязании Нингуан? Что значит «тоже»? Не буду врать. У торговой гильдии Фэньюй есть искомый Плаустрит. Но он только один кусок. В последнее время многие им заинтересовались, поэтому он будет выставлен на аукцион. Как говорится, все решает спрос и предложение. По моим оценкам, его окончательная стоимость может составить 500 миллионов моры. 500 миллионов моры? Так дорого? Я бы не рекомендовал участвовать в аукционе. Цена слишком завышена, оно того не стоит. Но без Плаустрита Зари... Не волнуйтесь, вы слышали что-нибудь о Созерцателе морей? Кто это? Никогда раньше не слышала. В прошлом были времена Созерцателя морей. Стоял в хороших отношениях... Что? В былые времена Созерцатель морей состоял в хороших отношениях с Творцом гор. Но, насколько я помню, он давно ушел в мир иной. Все верно. Я удивлен, что кто-то кроме меня знает о нем. В хрониках облаков говорится, что Созерцатель морей создал обитель, в которой хранятся всевозможные сокровища. Среди них есть и Плаустрит Зари. После смерти Созерцателя морей его обитель была заброшена, а местонахождение ее утеряно. К счастью, недавно я закончил собирать серию книг с легендами и нашел в них намеки на эту обитатель. Я сопоставил факты и могу с уверенностью сказать, что обитатель расположена недалеко от поместья Лиша. Как здорово! Мы точно сможем забрать Плаустрит, который найдем там. Это не будет слегка, неуважительно по отношению к адепту? Не думаю, что возникнут проблемы. Насколько я знаю, Созерцатель морей отличался великодушием. Будь он жив, он не стал бы беспокоиться о таких пустяках. Отличался великодушием? Я не слышал этого о Созерцателе морей прежде. Позвольте спросить, из какого текста вы прочли эту информацию? Это всего лишь слухи, которые ходят в горах. Нам пора. Она тоже старая и знала его в лицо? Мне кажется, что эта девушка нам немного похожа на одного моего друга. И еще кое-что. Обители адептов отлично продуманы и имеют собственные защитные механизмы. Поскольку обитель очень долго была заброшена, в ней могут обитать монстры и злые духи. Поэтому будьте осторожны. Мы будем осторожны. Спасибо, Синцю. Книжный червь. Да, я так понимаю, это данж. Да. Так вот, что там происходит? Я предложила помощь, но ты не согласен будешь, скорее всего. Так я же квесты прохожу. Ну и иди ТТ. Так. Нет. ТТ отмена, молодец. Что? Так, ютубчик, отзовись. Проверка ютубчика. Не отвалился ли у меня чат? Так. Ничего я здесь не пропустил? Вроде все собрано. Так, смотрите. Мы сейчас проходим данж. Мы крутим, и это будет конец. Дайте Пайман взглянуть. Место, о котором говорит Синцю, должно быть где-то неподалеке, но Пайман ничего не видит.
Зачем ночью дождик? Здесь недавно использовали магию адептов, чтобы скрыть следы. Я ее нейтрализовала. Попробуйте поискать еще раз. Потрясающе, ты молодец! Мы еще раз хорошенько поищем. Смотрите, вон там появилась фея. Окей. Пойдем. Так. Ты зачем так делаешь? Где фея? Фея, пойдем. Что? Куда? Наконец-то за водопадом. Здесь фея исчезла. Давай посмотрим, вон там. Так, обитель, созданная Созидателем морей. Довольно долго она была заброшена, но оставшаяся в ней энергия адепта поддерживает в рабочем состоянии многие защитные механизмы, которые оберегают обитель от незваных гостей. Рекомендуемые элементы есть, нету. Извините. Так, начинаем. Буб, тут идет 5-й час без МП. Я схожу с ума. Что? Тут. Ух ты, мы здесь только что были у водопада. Как это мы вдруг оказались здесь? Так много облаков, Паймон. Кажется, что мы находимся высоко в небе. Мы находимся в обители адепта. Если я не ошибаюсь, Плау-стрит Зари должен быть здесь. Правда? Дайте Паймон посмотреть. Это не та ли фея, которую мы видели? Смотрите, она спускается под облака. Если присмотреться, скалы и деревья выглядят незаконченными. Может быть, под облаками есть что-то еще? Это не настоящие облака, это магия, которая была использована для разделения пространства. Если мы хотим спуститься вниз, мы должны сначала разрушить магический механизм. Тогда приступим! Я чувствую присутствие монстров, не знаю, где они прячутся, но нам нужно быть начеку. Понял. Здорово, как дела? Привет, нормально. Как жизнь, как настроение? Все нормально, как твои? Так, мы разрушаем механизм. А ты кто? У меня она есть? Мне кажется, у меня ее нету. Ой, да, у меня нету. Фокса она была. Мне нельзя спускаться вниз, да? Я могу с помощью чего пролететь, но... все, я буду идти по ориентирам, понял. Так, тут пацаны. Буду дружить. А ты можешь упасть? Спасибо. Ты должен был не выжить. Уйди. Вот. Это же штучка, которую нужно принести. Хоп. У меня норм, у тебя здоровье, самочувствие как? Да, нормально. Пытался заболеть, так и не... Ой, я думал, это камера. Так и не заболел. Как ты? Как твое самочувствие? Так. Оно будет ехать? Нет, не будет. Ой, я хочу туда. Тихо, тихо, тихо. Назад, назад. Я все видел. Блин, там сундук. Я не знаю, я этот сундук сейчас могу забрать или это потом? Тут есть ветерок. Все нормально. Тихо. Тут сразу в инвентарь помещается. Окей. Где? Ага, вижу. Пацаны. Так, нет, не делай это.
Вот это. И вот так. Все, капец вам, пацаны. Так, показывай путь. Так, я ничего не пропустил. Сундуки, вкусняшки, вроде все норм. Что за босс? Очевидно, нас приняли за агрессоров. Бум. Бум. Все, всем капец. Все. Да хорош. Я ж всех поубивал. Ну зря вы электро, конечно. Вы только что были электро, какие вы стали огненными, алло. Пацаны, что за развод? Они, я ж не гоню? Так, пацаны, давайте, отлетайте. Хорош. Так, не бей огнем. Ядро механизма раскрыто, вперед. Бить, 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 ломать. Тихо. Бьем, бьем, бьем. Ну-ка, а ты как бьешь? Ну ты так себе бьешь. Прокачал Что, Пайман падает? Не падай. Ой, надо было фигачить, да? Смотрите, фея спускается ниже. Так, алло. Можно? Вот ее. Бум. Бум. Все. Атакуйте. Атакую. Блин, ее надо отхилить сейчас. Так вот, прокачал часку, она мне действительно... и она действительно монстр. Урон всеми стихиями, плюс реакции, я в шоке. Круто. У тебя еще Шенихэ... Что? Пробные есть. Да, я знаю. Ну как-то не хочется. Ух ты, прикольно. Что? Что? Ты зачем пришел? Кто ты? Ты кто такой? Я тебя не звал. Ты куда ушел? Так, мать, ты сейчас умрешь, ты не выходи. Не показывайся. Тихо, Дехи, живи. Сейчас. Бей. Ах, ну да, я забыл, блин, она вот в этой улице, она же не могет ничего. Так, не используй ульту, не надо! Я не хотел. Так, Дехи отлетела. А можно я попутно сейчас отхилюсь, пока есть время? У нас есть вкусняшки вкусные. Вот, Дехию хилить. И все. Бьем. Так, ты сейчас офигеешь, я понял, почему... я понял тему по алгебре. Ты молодец. Этой Шанхей не было в баннерах 1,5 года. Прикольно. Так, Дехи. Ты же сильная, давай. Ой, она сильнее получается.
Так, я помню, меня научили. Я теперь все знаю, все понимаю. Падаю! Я правда падаю? Ты же летать умеешь, Паймон, ты чё? Как хорошо, что внизу вода, а то все могло бы закончиться совсем по-другому. Еще раз, ты умеешь летать? Ты чё паникуешь? Фея, направись туда, быстрее за ней! Так, подожди. А ты чё? Ты будешь спать, ты не будешь драться? Го бороться. Вставай. Ладно. Паймон драматизирует, да не говори. Так. Стена выглядит как-то по-другому. Давай рассмотрим поближе, давай. Ой, прикоснуться. А, я думал, мне надо ударить Гео просто. Угу. Так, тут ничего не скрыли от меня? О, еще есть. Так, а ты? Еще хочу. Угу. Все получается. Можно еще? Нельзя. А сюда? Камень не поддается. Окей, значит здесь все. Сколько там дырочек. Тоже не поддается, а ты почему? Так. Не поддается. Не поддается. А ты? Угу. Поймем, как обычно. Блин, стрим чуть-чуть остался. Да, скоро закончится. И где большой дядька? Вы что ли большие дядьки? Пфф, не смешите меня, пацаны. Где вы большие? Вы сейчас отлетите же. Все, вас нету. Все, какие большие дядьки? Флай. Что такое, Эшли? Вот именно. Что ты орешь? Что ты кричишь? Как ты опять померла? Дыхи? Что с тобой не так? Ой, а меня дамажит. Меня дамажит, серьезно. Пицца. Так мало? Крабы, конечно, вкусно вообще делают. Давай пиццы добьемся чуть-чуть. Вот так, чтобы все здоровые были. Особое блюдо. А ты? Вот. Ай-яй. Вот пес еще один. О, дракон. Ничего себе. Это законно? Огненная бабочка. Фига чего. Туда этого собаку сутулую. Так, ты далеко. Ты зачем ушел? Так, еще ты есть. Давай. Уф. Красиво. Ой, я думал, надо бежать. Надо бежать. Ну, по итогу тоже как бы ни о чем пацан оказался. Это все благодаря Сахарозе. Ой, Юй, зачем ты Q нажала, мать? Можно тебя?
Пацаны, не до вас, серьезно. Я бью это. Вы чё? Как будто злодеи какие-то. Ну что, почему Дехи у меня вечно мрет, как муха? Так, не, вот ее. Ой-ой-ой, не надо. Дехи, не лезь, Дехи, не лезь, ты помрешь, мать. Ай-яй-яй. Так, ты не лезь. Ой, она быстро ломает, надо было ей ломать. Так, мне просто все решили написать. Надо под конец стрима пошалить, не надо. Ты же в курсе, что Дехи за всех урон получает? В смысле? Вот так мы ушки, так понятно. Тенра, что ты делаешь, что делать, если меня друг дразнит роллами и не делится? Ну, он пес чуть-чуть, ну, так вот, как бы это... Надо осудить его как минимум. Так, Флайли, можно пошутить чуть-чуть, побаловаться, но не перегибайте, это уже много. Успокойтесь, пожалуйста. Не перебарщивайте. Смотри, это случайно не наш Плоу-стрит Зари? Ой, тихо. Хотя ладно, я потом все равно сам узнаю. О, второй чайник. А кто первый принес свой чайник? О, богатый сундук. Призрак. Тут больше ничего нет, секретиков, вкуснях. Нету. Ладно. Эшли, если я тебе говорю, что перебарщиваете, значит перебарщиваете, не шалите, это неправильно. Это и есть Плоу-стрит Зари, Плоу-стрит Зари, который нужен Нингуан. Какой огромный! Нефритовый дворец тоже не маленький, иначе не поднимет нефритовый дворец в воздух. Возможно, но почему тогда этот Плоу-стрит не парит в воздухе? Потому что он деактивирован. В таком состоянии он внешне отличается от других камней, но весит примерно столько же. Только после активации он раскроет свой истинный облик, освободится от оков земного мира и воспарит. Ух ты! Шэньхэ, ты так много знаешь. Потому что моя наставница очень любит поговорить. Когда у нее есть свободное время, она приходит и рассказывает мне обо всем на свете. Сначала некоторые вещи казались мне ужасно скучными, но потом я поняла, насколько они полезны. Интересно, кто твоя наставница? Подожди-ка, у Паймон появилась одна мысль. Если мы активируем это здесь, мы сможем забрать его, а еще мы улетим в небо. Если его не активировать, то мы не сможем поднять такой здоровенный камень. Как же нам его унести его отсюда? Не волнуйтесь, я могу поднять этот камень одним мизинчиком. Ты чё, качок? Ты уверена? Будь осторожна! Не волнуйтесь, я великолепно осознаю ценность такого большого Плоу-стрита. Я буду очень осторожна и не позволю, чтобы с ним что-нибудь случилось. Паймон беспокоится о тебе. Вы переживаете обо мне?
Конечно! Паймон уверена, что тебе все по плечу, но все же Шэньхэ может пострадать, если у нее упадет такой огромный камень. Всем известно, что при перемещении тяжелых предметов нужно быть очень осторожными. Теперь понятно. Спасибо за заботу. Тогда я возьму Плау-стрит, и мы увидимся с вами на строительной площадке. Понял, принял. Поднимает Плау-стрит. Смотри, какой легкостью она несет эту тяжесть. Она совершенно точно необычный человек. Так, Тенра, пойдем скорее, нам надо найти ее на строительной площадке. Так, а мы выходим. Мы же все забрали. Мы все забрали. Что в чатике происходит? Лайн согласна, Эшли шалить. Так. Ее наставница. Так, не спойлерите. Тенра. У меня эфир Тенры в реках. Я в районе. Здрасте. Ее наставница хранитель. Так, господа, которые будут спойлерить, я вас буду банить без обид. Потому что так делать нехорошо. Быть какашками плохо. Вот, поэтому мы сейчас... Голубой окунь. Мы сейчас сделаем, во-первых, превьюшку. Во-вторых, мы покрутим. У нас... Лягушки! У нас есть по 15 круток. Мы их крутанем. Все будет хорошо. А ты что сидишь? Да я не буду с тобой драться. Нафиг ты мне не нужен. Блин, я хочу найти прикольное место для превьюшки. Но я что-то ничего такого интересного не вижу. Я умру! Чё танцую? О, я не отхилил Дэхью, серьезно. У меня сейчас все отлетят. Так, можно? Би. Би, я нажал Би. Ладно. Так, использовать. Понял. Отстаньте. Пофиг, что есть. Где ты? Да, блин, теперь я буду вечно ее вызывать. Вырвись, Сахароза! Отдайте меня. Что за магия? Вы что такие мощные, пацаны? Все. Капец. Какие вы недружелюбные, жесть. Так, можно мне ее отхилить? Нельзя. Так вот, куда мы пойдем делать превьюшку? У нас сегодня... Давайте вот сюда. Какие страсти, прекращай нас. Так, понял. Хочешь, молчи, я же не заставляю. Если вести себя прилично не можете, значит будете молчать. Стоп, что это такое? Что это такое? Что за костры? Исследовать. Костер давно потушен. Кажется, в этом лагере никто не живет. И чё? Ой-ой, здесь должно быть... случилась драка. Такой беспорядок. Это побочный квест какой-то? Аккуратный дневник. До сих пор не зацепки. Аккуратный дневник. До сих пор не зацепки. Я знала, что для места моих исследований выбирать Лиюэ не стоило. Если так пойдет дальше, я вернусь ни с чем. А если вернусь ни с чем, этот старикан будет пилить меня до умопомрачения. Кажется, Сарая тоже проводит исследования в Лиюэ. Остановилась она вроде в постоялом дворе Ваншу. Если бы только она мне помогла. Сарая,
на мои письма не отвечает. Может, так внезапно ей написать было невежливо? Мы ведь с ней всего лишь ходили на один и тот же предмет, и все. Наверное, она меня уже не помнит. Но у нее еще пару дней, и я сматываюсь. Так уж и быть, вернусь пустыми руками. Методы исследований Сараи поистине потрясающие. Смотреть на вещи под таким углом, посоветуюсь я с ней раньше, не потеряла бы столько времени. Но еще она просила меня быть осторожной и не ночевать в глуши, и нигде не оставлять записи, чтобы не привлечь внимание похитителей сокровищ. Да, не могут они настолько дерзкими. Впрочем, неважно, я все равно через несколько дней уйду. Может, мне показалось, но на горе к востоку я видела силуэты людей. В моем лагере тоже кто-то побывал, все записи разбросаны в беспорядке. Сарая была права, я должна уходить отсюда как можно скорее. Должно быть, это дневник какой-нибудь ученой. Похоже, ее преследовали похитители сокровищ. Надеюсь, она смогла уйти невредимой. Эмпичка, спасибо. Ученый, которая разбила здесь лагерь, правда может грозить опасность. Давай осмотримся, может найдем какие-нибудь зацепки. Более того, ее исследования были долгими, она наверняка отлично знает эту местность. Если сокровище где-то здесь, эта ученая может... Пайман, на своем. Ой-ой, я же прочитал, я думал, это другая запись. Секунду. Так, ура, скоро Виндзумен. Да нет, не скоро. Ой, тут пацаны. Нет, пацаны, я не буду с вами драться, отстань от меня. У меня нет времени на вас. Я умру! Тут так мелко, мать. Ну какого фига ты померла? Здрасте, превьюшка. Так, время. Можно на утро. Ты еще стрима 2-3 будешь проходить с Лией? Ну, вообще нет, мне еще надо пройти Манштадт. Я рассчитывал это сегодня сделать, но не судьба. Спасибо за подписку. Так, во-первых, Ctrl-H. Немножко не то, что... вот. И тут еще... Можно... Так, тихо, мать, не шевелись. Еще можно сделать F2, тебя, и смотреть в камеру. Смотри в камеру. Улыбнись, давай. Вот, молодец. Все? Все, превьюшку мы сделали. Это самое главное. Теперь мы соберем примагемы. Push. Все. И покрутим. Так, у вас Европа? Да, у меня Европа. Тенра, до скольки стримчик идти будет? Все, я сейчас крутим, и все, конец. Так, на entry G фото. Не понял. У меня Европа. Так, все, 10 круток, потом еще 5 обычных. 4. Часка, приди. Ну, что-то фиолетовое. Хоть бы сахарозу, давай сахарозу. Клятва стрелка. Черная кисть. Дубина переговоров. Меч небесного всадника. Барбара! Изумрудный шар. Меч драконьей крови. Предвестник зари. Металлическая тень. Барбара. Прилетела внезапно. Получается, скоро все? Да. Сейчас вот чуть-чуть докрутим, и все, конец. Изумрудный шар. Копина Барбарса, сейчас не хочу. Металлическая тень.
Эпос о драконоборцах. И последняя круточка. Ничего не выпало. Металлическая тень. Так я же Барбару не использую, мне зачем? Так, у меня же все, получается, я ничего не могу купить. Это не могу. Это не могу, ну все. Как-то так. Ну что, чатик? Будем прощаться? А, нет, подождите, давайте мы Барбару тыкнем. Созвездие. Прилив сил. Уменьшает время отката навыка, да начнется шоу на 15%. Пока навык активен, ваш текущий персонаж получает 15% бонус гидроурона. Понял. Понял, принял. А ты чё? Ты чё хочешь? У меня созвездие ГГ? Подождите, а созвездие ГГ как получается? Увеличивает шанс крит попадания персонажа отряда в пределах каменной стены, созданная навыком движения земли, на 10%. Также повышает устойчивость к прерыванию атак. Я не понял. Сюжета с ювелирной лавки. Со статуей архонтов. Не, ну окей, мне не жалко. Мы же никому другому не можем это использовать. Я ее вкачиваю, правильно? Они, вот эти созвездия, они на определенных персонажей. Поэтому, окей. Плавление каменного ядра. После уничтожения комета, созданная навыком меч звездопада, взрывается еще раз, нанося дополнительный геоурон по площади, равный урону, нанесенному этим навыком. Окей. За сюжет. Понял, принял. Ну, в общем, вот. Как-то так. Подожди, а что это такое? Подождите. Ой, мне крутка халявная. Мы Катерине матери не сходили. Подождите, Катерина мать переживает за нас. Так же? Ведь так? Или я заходил к ней? Я не помню. Я играю на Европе. Стоп, мне нужна ты, мне нужны оковы, мне так нужны оковы. Приветствую, каждый товар здесь по-своему уникальный, поэтому мы не торгуемся и не возвращаем деньги. Изучи товары. Посмотри сама и дай знать, если тебе что-то понравится. Память о ветрах свободы. Это надо? Я могу купить, если это надо. Недостающая звезда в созвездии Анема Путешественника. Ну, как будто бы нафиг не нужна. 32 ранг. Заготовка меча, мора. Короче, ничего путного нету. Это на ГГ созвездие, да, я понял по описанию, но оно же не нужно. Я правильно понимаю? О, путешественница, подойдите, пожалуйста. Ты уже некоторое время состоишь в гильдии искателей приключений. Как твои приключения? Ищу союзников. Мне нужно больше компаньонов. Зачем? Ищу союзников. Компаньонов. Да, в приключениях. Помимо собственной сноровки, без надежных спутников не обойтись. Хорошо, когда есть на кого положиться, но найди верных компаньонов наверняка непросто. Ага, особенно такого первоклассного проводника, как Пайман. Ах да, у меня есть кое-какая информация, которая может тебе пригодиться. Позволь мне сравниться с записями. Вот, недавно в Манштате видели человека со светлыми волосами, совсем как у тебя, в необычном одеянии. Это что, брат? Светлые волосы, странная одежда. Где-то Пайман уже все это слышала. Стой, стой! Неужели? Может ли это? Скажи, не выглядит ли этот человек как Тенра? Почетный рыцарь? Как почетный рыцарь? Нет, совсем не похож. Тот человек высокий мужчина с повязкой на глазу. Наверное, дальний родственник Кэй.
Родство определяется по повязке на глазу. Вы до Инадзумы дошли, ну, по идее, нас туда сейчас будут отправлять, но мы будем проходить побочные квесты, поэтому это будет еще не скоро. Ну да, причем здесь Кая, глазная повязка не растет. Буквально мои слова. На родство не указывает. Первый раз в жизни Паймон сказала адекватную мысль. Не знаю, существует ли связь между ним и господином Каей, поскольку приглашение в гильдию незнакомец отклонил. Впрочем, если тебе интересно, можешь его разыскать. Может быть, он примет поручение от тебя? В конце концов, находятся люди, которым рамки гильдии тесны, но они с удовольствием выполняют поручения других искателей приключений. К тому же, если этот незнакомец сильный воин, он определенно будет полезен в твоих путешествиях. Я не понял, это халявный персонаж мне будет? Вступить в гильдию он уже отказался. Возможно, с ним будет трудно поладить. Не робей. Все-таки почетный рыцарь Ордо Фавониус. Твои подвиги постоянно воспевают барды. А где? Я не слышал. Ладно, насчет того незнакомца. Что до сведений о нем? Тебе следует расспросить Лоуренса. Он стоит на страже ворот и может знать что-нибудь о незнакомце. Успехов тебе в приключениях. Понял. Хутава. Приветики, любимка, здрасте. Это квест. Но, я так понимаю, за него мне дадут персонажа, как будто бы в этом. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награда поручения. Ты уже получила награду за сегодня. Возвращайся завтра за новыми поручениями. Да, все-таки я забирал, значит. Окей. Это что? Чайник. Это вот это мое, да? Вот это, где я буду жить? Рыбалка! Все! Блин! Стримов внезапно станет больше. Ну, в смысле, сюжет будет продвигаться медленнее. Так, а это что? Ну это мы знаем. Ладно, в очередной раз мы заканчиваем в Манштате. Это вроде будет Dance Slave, может. Непонятно. Нет, не дадут? Как это? Это квест очень важный, не буду спойлерить. Спасибо тебе, кисельчик. Пока тендера нет, просто я пойду дописывать сочинение. Давайте. Европа, да, Европа. Ну что ж, всем большое спасибо за ваши лайки, за ваши подписки. И самое главное, что провели это время со мной. Всем большое спасибо. Всем пока. И как всегда на прощание, нарара. Давайте, пишите пока мне, пишите пока чатику, и я закругляюсь. Когда следующий стрим? По Геншину следующий стрим, скорее всего, во вторник, в среду. Пока точно не скажу. Спасибо за стримчик, стримчанский, хорошего отдыха. Спасибо. Все. Всем пока-пока. Давайте. Так, Twitch, YouTube отдельное. Пока-пока.